В этом видео мы поговорим о том, как правильно передавать токены между вашими сервисами. Что я имею в виду? Это будет какой-то сервис вы используете, и там предоставит вам токен для использования API. И самый главный вопрос, как же его передать, потому что я даже у многих популярных блогеров вижу то, что они его используют небезопасно. И в этом видео я хочу показать, как его нужно использовать, и еще как настраивать свои веб-хуки так, чтобы они были публично доступными, но пользоваться могли только вы, либо тем, кто вы дали доступ. Давайте посмотрим. Итак, вот, например, у нас есть узел HTTP запроса какой-то, да? И вы здесь поставили URL, и все. И многие, я вижу ошибки такие, отправляют, ставят send headers, и, например, здесь вставляют там authorization, и отправляют, здесь пишут токен, там, может быть, и какой-то токен. То есть он публично доступен, переиспользовать его нельзя. Кто угодно, кто использовать будет workflow, может его скопировать. То есть очень много дырок в безопасности. Соответственно, если вы с кем-то решите поделиться workflow, то тогда вы можете забыть удалить этот токен, и кто-то будет его использовать. Как правильно это делать? Всегда вы можете выбрать здесь как какой-то из вариантов. Первый — это предопределенные какие-то credential типы. Это обычно можно использовать, если вы какой-то используете популярный сервис, ну, типа, например, OpenAI, либо HubSpot, то есть без разницы. То есть здесь за вас N8N команда уже подумала и сделала все, что нужно для авторизации. Вам только нужно выбрать его, и если у вас нету здесь аккаунта, например, создать credential, да, и тогда будете его использовать. И там уже команда N8N будет разбираться и менеджить это. Второй момент — это когда нет предопределенных credential типов, вы используете generic credential type. И здесь выбираете тип, какой вы хотите использовать. В большинстве случаев будет достаточно использовать header аутентификацию. То есть это передать ваш токен в хедере HTTP запросов. Небольшая отсылка. HTTP запрос устроен из хедеров и body основных. В хедерах можно передать какую-то метаинформацию, в body обычно мы передаем данные. Вот в данном случае хедер подразумевает, вы в хедере можете передать что угодно, и если мы хотим использовать так же, как я привел в этом примере ниже, все, что вам нужно, это взять этот value токен, создать новый new credential type, я его назову тест, чтобы потом мог удалить, да. Здесь вставить value уже необходимое и название, и сохранить. Теперь у вас появилась тест, это можно удалять. Теперь у вас отключаем хедеры, они на данном случае нам не нужны. Теперь у вас есть секьюрный авторизация на API. То есть, если кто-то захочет заредактировать, он ей не сможет, потому что она скрытая. Если вы, допустим, экспортируете workflow и вставите его, отдадите кому-то, расшарите его, то этот credential не передастся ему, и он должен будет поставить свой. Еще плюс огромный, то есть если вы его используете в нескольких нодах, в нескольких workflow, то вам не нужно будет, в данном случае в первом, когда у вас здесь он в хедере, вам нужно будет в каждую ноду заходить, копировать его, менять, вставлять. А если вы используете его, как я вам показал, как правильно это делать и секьюрно, то тогда вам достаточно его только здесь изменить, и он поменяется везде в ваших местах. И плюс вы еще, если вы используете Enterprise версию либо Cloud решение, вы можете сделать шеринг этих credentials. То есть, если у вас несколько проектов, и вы хотите с кем-то поделиться этим credential, вам достаточно нажать шеринг, здесь указать, с кем поделиться, и все, этот человек может его спокойно использовать, не нужно его копировать, вставлять, то есть он хранится в одном месте. И это очень безопасно. Всегда используйте этот метод и избегайте примеров, как используют его неправильно в хедере, как я вам показал до этого в этом видео. Так. Ну давайте посмотрим, что мы тут собрали. У нас есть
веб-хук, который возвращает данные последние ноды. У него нет аутентификации, workflow публичное. Здесь у нас возвращается name Вася. И этот HTTP request это просто запрос на этот узел. Давайте я сохраню и еще раз запущу. Нет, да, это он webhook тестирует. Вот так вот нужно. Все, то есть он запускает это workflow и возвращается name Вася. Но какая здесь проблема? Здесь проблема то, что этот сейчас workflow, оно публично, всем доступно. Любой, кто сделает запрос, он спокойно будет его использовать. И мы хотим сделать его только для нас, например, чтобы мы его только использовали. Для этого мы заходим в Authentication, смотрим здесь, какие у нас варианты есть. Есть GVT аутентификация, базовая аутентификация, это там по логину и паролю. Ну, в данном случае я вам советовал бы использовать хедеры. И здесь можно добавить новый хедер, допустим. Тест, давайте тест. Можно использовать такой же подход, как все API используют authorization, и здесь предоставить какой-то value. Допустим, не знаю, 1, ага, не видно. Вот давайте 1, 2, 3, 3, 2, 1, A, B, C, D. Вот таким вот образом. В данном случае это может быть любой name. Так мы настраиваем для себя. Окей, вот мы сохранили. Все, name этот. Хорошо. Так, поставили тест. Давайте посмотрим, сохраняем. И теперь еще раз делаем запрос. Так, теперь мы получили ошибку. Потому что, видите, ответ authorization data is wrong. То есть у нас уже он не публичный. И все запросы будут отсекаться. Теперь мы заходим в Authentication. Generic Credential Type выбираем. Выбираем здесь Header Auth. И у нас уже в списке есть, пожалуйста, тестовый наш credential, который мы только что создали. Мы его выбираем. Здесь, понятно, вы уже прочитать эти данные не можете, value, потому что они спрятаны. И уже никто их не узнает, вы их можете только перезаписать. И мы подставляем, и давайте посмотрим. Теперь запрос пройдет. Да. Поэтому я вам советую всем использовать такой подход для ваших публичных веб-хуков. И вероятность, что кто-то его сломает или будет использовать, сводится к нулю. Но, конечно же, нужно использовать не 1, 2, 3, 3, 2, 1 ABCD, а какую-то более уникальную сгенерированную строчку. И также вы можете делиться с кем-то, да, то есть передать кому-то эти credentials, и он тоже может пользоваться этим workflow. В этом видео мы разобрали, как правильно использовать credentials, как этого делать не стоит, даже если это workflow от каких-то популярных блогеров, как настроить свою паблик ноду, чтобы ее могли использовать только вы. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и переходите в телеграм-канал. Увидимся в следующем видео.